Для вас гадание на 2000. Здравствуйте, дорогие милые тельцы. Хорошо, что мы с вами выбрали время встретиться и погадать на новый 2023 год. Гадание будет по месяцам. Казалось бы, здесь все просто. Первый месяц январь, второй февраль и так далее и тому подобное. Но должна вас предупредить, вы можете придерживаться, да, вот этой календарной схемы. Я даже это рекомендую, чтобы не запутаться, и так будет проще. Но иногда можно считать вот эти вот месяцы, 1, 2, 3, 4, от точки открытия соляра, от своего соляра. Иногда это бывает оправданно. Ну вот, например, если вы родились 1 мая, то для вас первый месяц, возможно, и в моем гадании тоже, будет, понимаете, да, не январь, а май. Если вы родились 15 мая, то для вас первый месяц тогда будет время с 15 мая до 15 июня. Вот так. Ну, я не знаю, если такая схема вам кажется неприемлемо сложной, то избегайте ее. Тогда давайте будем придерживаться календаря, строго календаря. Первый месяц январь, 2 февраль и так далее. Ну, смотрите сами, я вас предупредила на всякий случай. Итак, из колоды Таро друидов я хочу достать тельцам драгоценным 12 карт по числу месяцев. Первый месяц одна карта, второй месяц. Приготовьтесь, настройтесь. Гадание это ответственное, потому что оно на целый год. Да, кстати, кажется, я забыла вас поздравить с Новым годом. Кого-то заранее, с наступающим, кого-то уже с прошедшим, случившимся Новым годом. Желаю вам наилучшего всего и исполнения желаний, самое главное, которых у нас много, надеюсь, у всех еще пока. Итак, первая карта, первый месяц, ну, январь, так скажем, да, для большинства. В январе тельцов ждет... Девятка кубков. Ну что ж, оправданно очень уместная карта, да, девятка кубков. Это карта застолий. Она здесь, по-моему, даже изображена у нас застолий, как положено, по закону жанра. Ну, январь – это действительно время, когда все ходят в гости и этих самых гостей принимают. Ничего удивительного. Благополучный, сытый, праздничный, радостный, наполненный знакомствами, хотя не обязательно важными, месяц. Это месяц, когда вы можете позволять себе эмоциональные траты, ну и вообще разные эмоциональные поступки. Жить сердцем, жить не оглядываясь на прошлое, не оглядываясь на общественное мнение или собственные комплексы. Вот так вот, девятка кубков. Она такая, знаете, легкомысленная. По ней часто приходят эмоции в жизнь какие-то, ну, знаете, сверх меры. Это, может быть, и могут наблюдаться от вас и проявление щедрости, какой-то аттракцион невиданной щедрости. Это время раздавать, веселиться. Далее второй месяц, февраль, для тельца. Надеюсь, что тоже хороший. Да, неплохой. В феврале время поработать, вероятно, придет время поработать, придет время для, может быть, каких-то рутинных, очень выполнения рутинных, постоянных, привычных задач для того, чтобы учиться, наращивать свое профессиональное мастерство. Месяц может оказаться очень скучным, но карты советуют. Это совет тройки пентаклей, он такой: лучше поскучать, посидеть, где-то пересидеть и что-то отсидеть даже себе, вот. Но это все воздастся. А еще карта называется по-правильному работа. То есть в феврале тельцов ждет работа, кого-то новая, кого-то вообще первая в жизни. Работа. Так, обращайте внимание в это время именно на работу, на возможность работать, учиться,
зарабатывать в меньшей степени, но тоже. Далее, безусловно, март, 3-й месяц. Тельцу. Тоже очень хорошая карта, крупная, денежная. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей – это женщина, которая уверена вообще в себе, в своих деньгах, в своем денежном будущем. Королева Пентаклей воплощает собой материальное благополучие, просто материальное благополучие. Это хорошие доходы, но не в тот момент, когда вы их получаете. Для этого есть другие карты. А тогда, когда вы их уже накопили, суммируете, где-то в сундучке перебираете там для себя и решаетесь, ну, например, на какую-то крупную покупку. Королева Пентаклей – это такая женщина, хозяйка положения. Часто хозяйка положения и в любви. Это карта жены в колоде. То есть вот роль жены, кому-то брак это время предлагает, кому-то, может быть, знакомство с человеком, с которым потом этот брак будет уместным и возможным. Но королева Пентаклей советует очень практично относиться к задачам и к выбору текущего времени. То есть вы должны быть в начале весны, в марте, получается, вы должны быть настроены на прибыли, на премии, на какие-то крупные покупки, возможно, серьезные инвестиции случатся, получится у вас, и просто приход каких-то правильных сумм денег в вашу жизнь. Карта это очень хорошая. Ну, а если вы в браке, то вот обратите внимание именно на свои так называемые брачные или супружеские обязанности. То есть для вас это станет ключевое, самое главное роль жены, хозяйки дома, хранительницы домашнего очага и так далее. Следите, чтобы я не зевнула сейчас, пока я все это перечисляю. Вот. И далее, конечно, апрель. Пока карты очень хорошие и очень уместные. Апрель, когда, собственно, у тельцов уже и дни рождения-то могут начинаться, да? А в апреле карты предлагают, начало нового какого-то дела, начало какого-то нового проекта. Нулевой аркан, карта Шут – это старт в вашей жизни. Старт, стартовать может быть все что угодно. И иногда это в буквальном смысле дорога, когда вы срываетесь с насиженного места и уезжаете, уносит вас куда-то в другой город, в другую страну, меняете место жительства, меняете работу. 0 – это карта безрассудства. Карта именно… То есть вы просто совершите в апреле безрассудный поступок. Это и совет карты такой вам тоже. Если до этого карты советовали тельцу быть практичным и смотреть именно на деньги, на вложения какие-то, то здесь пора потерять голову. А когда еще, как не в апреле, да? Любой апрель в любом году, мне кажется, природа сотворяет для людей, чтобы они как раз-таки теряли голову. Вот. Возможно, вы очень безрассудно вступите в роман какой-то. Это любовные приключения, любовные похождения. Кто-то, сломя голову, замуж выйдет, кто-то действительно страну поменяет и так далее. То есть карта это очень бодрая, многие ее боятся, особенно в личных раскладах, потому что она очень непредсказуемые вещи обещает. Знаете, она говорит, что все меняется, почву теряете вы под ногами, а куда вы дальше наступите, это все неизвестно. Смена работы, кстати, если смена работы происходит под картой Шут, то это не просто смена работы, это идет смена, ну, знаете, рода деятельности, может быть, смена профессии, когда вы переквалифицируетесь, да, вот вы поваром работаете, а идете, переходите работать там, я не знаю, в психологом. Ну, в общем, очень большие перемены в апреле, и совет карт такой, этих перемен не бояться, чем безумнее
со стороны будет казаться ваш поступок, тем он более правильный и оправданный для Вселенной, так скажем. Май. Тут уже дни рождения подряд идут у тельцов, да? В мае. Королева жезлов тоже, кстати, прекрасная карта, деловая, вот напрямую описывает новую работу, новое дело, которое вас захватывает. Для кого-то это действительно работа, творчество, работа, карьера, а для кого-то это может быть творческий проект, это просто жизненный проект, знаете, в конце концов, построить дом, например, или построить семью иногда. Это же тоже крупный жизненный какой-то вот проект. Но в основном мы ориентируемся на работу. Это время профессиональных подвигов, вот под королевой жезлов проходит. И очень возможен карьерный рост, то есть какой-то другой. Вот они все короли и королевы, естественно, сидят на тронах. И здесь получается, что в мае под вами какой-то новый трон оказывается, какой-то другой трон, не тот, на котором вы прежде сидели. Май – карьера, время карьеры вашей. Июнь. Туз пентаклей. Вы видите, что все лучшие карты я достаю для вас, для тельцов. Туз пентаклей – это крупная денежная карта. Большой куш вас ждет в это время. Большой куш – возможность очень даже разжиться, выгодно заработать, выгодно поработать, выгодно что-то продать или купить. Причем туз пентаклей – это еще и что-то очень дорогое, что оказывается у вас в руках. Покупка дома, может быть, приобретение других каких-то сравнимых дорогих вещей. То есть туз пентаклей – это в сущности, вот я не вижу, здесь нарисовано это или нет, здесь медведь какой-то. Туз пентаклей – это, по сути, это идет дорога в новую жизнь. И вот представьте, что это получается июнь, да, начало лета, новый дом, переезд, нечто важное, новое, но очень-очень осязаемое здесь идет. Понимаете, да? То есть речи не идет о каких-то духовных приобретениях, навыках, о духовных новостях, хотя это тоже бывает очень важно. Речь, опять же, о материальном. Туз пентаклей, с одной стороны, одаривает, с другой стороны, очень вас заземляет и говорит, что вас даже свяжет что-то такое, знаете, кого-то брак свяжет. То есть туз пентаклей, тут уж расскажем про плохое, да, лишает человека полета свободного, лишает свободы. То есть получается, что кого-то связывает брак просто. Вы вступаете в брак, у вас общий дом, и немножко это меняет ваши личные планы. Кого-то связывает та же самая новая должность, новая высокооплачиваемая работа, как-то привязывает к месту. Но это, безусловно, туз пентаклей по старинному значению – это богатство. В июне тельцов ждет богатство. Лето продолжается для нас. Июль. Туз жезлов, возможность, большой-большой шанс. Энергичная такая заряженная карта, энергетически заряженная карта. Туз жезлов говорит, что вас куда-то позовут, призовут, опять же, на новую должность. А пока так получается, что все первое полугодие для тельца – это очень карьерное время. Карьерное время. То есть очень много возможностей, ну, что-то такое делать и сколачивать постепенно для себя вот это вот новое будущее. Туз жезлов – это предложение о работе, новое, опять же, назначение, безусловно, на новую должность. А еще туз жезлов – это главная карта мужской силы в колоде Таро. Вот представьте. То есть это самый такой вот, ну, не знаю, сконцентрированный, такой рафинированный, очень страстный порыв, какой-то посыл. И часто туз жезлов – это именно появление мужчины в вашей жизни, мужчины страстного, мужчины, который желает и
знает, чего хочет. То есть здесь предложение может быть, тут тоже слово романтическое напрашивается, но это не совсем, наверное, так. Чья-то страсть обжигает вас, чья-то страсть. Ну, надеюсь, что она будет взаимной. А, кстати, я правильно поняла, что, посмотрите, тельцам подряд 2 туза выпадают, да? Июнь, июль – это такая жаркая пора будет, лето для тельцов. Много возможностей, очень разных, на разную тему приходит много возможностей. Далее. Август, лето продолжается. 8 пентаклей. Вот кто-то посмотрит и скажет, что я нарочно достаю для тельцов самые лучшие карты. Да? 8 пентаклей – это снова работа. Мы возвращаемся к работе, хотя не всегда, скорее 8 пентаклей – это возможность или необходимость что-то выращивать. На 8 пентаклей, ну что, это карта ремесла, навыков. 8 пентаклей – это, ну, знаете, время, когда вы очень педантично, систематически, с большим терпением, с большими и какими-то спокойными ожиданиями выращиваете нечто. Кто-то выращивает сад в буквальном смысле, кто-то подращивает свое профессиональное мастерство, кто-то вкладывается в любовные отношения или в брачные. Такое же тоже есть выражение – работать над отношениями. Вот. Но август в любом случае это продуктивный месяц, да, очень продуктивный. И в то же время считается, что 8 пентаклей требует вложений, вкладывать, то есть тратить, не тратить, это немножко разное, да, значение. Тратить – это когда напрасно в никуда. Вкладывать ресурсы придется, буквально что-то выращивать. Но карта действительно хорошая, она такой задел на будущее дает. Она говорит, что все усилия тельца в августе очень оправдаются, то есть ничего лишнего не будет. А сентябрь для тельца. Король пентаклей приходит. Ну, все как мы любим, да, тельцы. Одни пентакли, одни денежные карты. Вот прекрасный год. Прям хочется свернуть гадание, не продолжать, чтобы картину не испортить. Король пентаклей. Опять крупная денежная карта в колоде Таро. Крупная денежная карта, то есть это благополучно завершенные ваши какие-то денежные проекты. Вот. Крупные покупки, полезные какие-то знакомства, инвестиции, вложения в бизнес, очень правильное партнерство в том же самом бизнесе. И еще раз богатство, богатство и богатство. Да? Король пентаклей – это еще и карта мужа, поэтому тут как будто бы ваше внимание переключается на мужа, который у вас уже есть или который должен, вот, судя по всему, появиться. Это благополучная семейная жизнь, благополучная, но при этом несколько такая обременительная, несколько ответственная и вот так. Вот так. Безусловно, это карта серьезная, и она снова, как все карты. Вы знаете, с одной стороны, карты Тельцу я достала, вытащила все очень хорошие, а с другой они очень взрослые и ответственные. А где время, чтобы повеселиться? Где? Вот я не вижу здесь времени для какого-то легкомысленного времяпрепровождения, а такого нету. Понимаете, мы видим только тут возможности, которые надо очень ответственно, серьезно оценить. И какая-то взрослость. Знаете, год для Тельца получается год такого хорошего, здорового взросления. В каком-то смысле. Но король пентаклей, вот посмотрите, рассмотрите, он вам кого-то напоминает? Кого-то напоминает он вам или нет, этот король пентаклей? Муж.
Ваш сентябрьский муж. Это же карта сентября. Далее октябрь для Тельца. Угу. Октябрь готов Тельца напугать. Вообще, поскольку Тельцы люди весенние, да, считается так, что полюс зодиака, то есть осень, то, что напротив, это и приносит какие-то всегда волнения, переживания, что ли. Ну так, для всех это работает, для всех знаков. Вот, поэтому вполне логично для Тельца какие-то страхи выпадают. Это могут быть ситуации действительно оправданные, которые пугают вас, какие-то известия, новости с работой, с семьей связаны. Могут быть страхи менее оправданные, по большей части надуманные. Неважно. Самое главное, девятка мечей советует вам в это время не слишком доверять этим собственным страхам. Но тем не менее, в моменте все-таки девятка мечей, она не считается худшей картой в колоде, да, потому что, как правило, страхи-то не оправдываются. Но в моменте она бывает очень переживательной. То есть можно готовиться к какому-то нервному октябрю. А что это выльется или чем это закончится? Ноябрь. Ну вот видите, на самом деле все будет хорошо. Карта умеренности вам достается в ноябре. Такая спокойная, добродетельная карта, которая, кстати, продолжает, по сути, вот эту восьмерку пентаклей, которую мы в августе видели, да? Потому что это старший аркан, но смысл карты тот же самый. Это, опять же, добродетельный труд, это, опять же, какой-то путь ваш жизненный, которым вы очень осознанно, серьезно, ну, знаете, как-то с чувством таким идете. Умеренность — это может быть снова некоторое обновление, хотя и не принципиальное. Карта умеренность описывает вот ощущение своего пути под ногами. Это моя дорога, это мое место, это моя работа, это мой дом. Карта это продолжает все, что благополучно продолжает все, что с каким-то риском или с какими-то нервами вы начали прежде. И карта возвращает многое на круги своя, то есть, возможно, вот эти вот стрессы и дурные новости октября как раз сгинут и уйдут куда-то, и канут, и вы абсолютно о них как-то забудете. Видите? Такая идиллическая картиночка здесь. Радуга после грозы. После грозы обязательно приходит радуга. Далее ноябрь для Тельца. Время подвигов, хлопотное время в ноябре, просто хлопоты, знаете. Семерка жезлов – это время себя показать. Вот не других посмотреть, а именно себя показать. Вот такая вот эта карта. То есть это время, которое, вот, знаете, проверяет вас на прочность, на соответствие. Это какая-то конкурсность есть в это время. Но карта в целом неплохая. В основном она в гаданиях выпадает как призыв. Верить себе, верить в себя, стремиться к лучшему, игнорировать нападки врагов. Может быть, даже вы можете с этой карты даже начинать какие-то трудные для себя дела. Знаете, заведомо неприятные. Например, пойти учиться тому, что вам труднее всего дается. Что-то вроде французского языка. Вот. Это проверить себя на прочность. Будет шанс проверить себя на прочность. Неплохая карта. Мне кажется, что да, вот учеба или какое-то дело, какое-то трудное хобби, это преодоление, кстати, дурных привычек своих, может быть же, правда, да? Декабрь. Ну,
куда же без нее? Под занавес-то должна же она когда-нибудь появиться. Злодейка, соперница, разлучница. Видите, вот чем больше в жизнь человека приходит каких-то хороших вещей, правильных, а мы увидели, что на Тельца валятся деньги со всех сторон, тем, естественно, жизнь немножко осложняется. Тем больше появляется людей, которым тоже это надо. Давайте начнем с этого. Да? Вот у вас муж появился, мы увидели здесь. А раз есть муж, значит, что появится следом, что придет? Это две вещи, которые одна без другой не ходят. Ага, какая-то женщина, которой тоже ваш муж понравится. Ну, это вот если вас личная жизнь интересует, потому что значение королевы мечей – это та самая пиковая дама, злодейка, разлучница, соперница. Но и в гаданиях не про любовь. У этой дамы плохая, конечно же, репутация, да? То есть это женщина, которая вредит, она может вредить в работе, в отношениях каких-то профессиональных. Это женщина, которая может просто создавать для вас какие-то напряженные, такие эмоционально напряженные истории и ситуации. И мне бы не хотелось заканчивать для Тельца гадание на год такой дурной все-таки картой. Давайте как будто бы мы... Это все я так с собой сегодня не договаривалась, но одну карту достанем как утешительный приз Тельцу. Год прекрасный. Везде ваша масть, пентакли, это земля, это действительно карты соответствуют вашему знаку. Продуктивные, очень карьерные, вы будете многим нужны, вас везде зовут, вы разрываетесь, везде зовут. Где-то замуж зовут, где-то на новую должность зовут и так далее. Да, к концу года появляются какие-то неприятные разговоры, может быть, но без потерь, вы знаете. В принципе, я думаю, эти нападки можно игнорировать. Одну карту из колоды карт второй позиции достанем. Совет Тельца общий. Двойка мечей. Кстати, это очень действенный совет. Двойка мечей – это карта вам карта это вам рекомендует в одни сомнений и тягостных раздумий. То есть в любой день, когда вы будете сомневаться в будущем году, когда вас что-то расстроит или кто-то вас расстроит, будьте собой и доверяйте только себе. Карта советует закрываться от чужого мнения, закрываться от чужой помощи или от попыток вам навредить или помешать. И карта это еще и советует иногда удерживаться от выбора, иногда ничего не делать, ничего не предпринимать, как раз тогда, когда этого больше всего хочется. Ну что ж, дорогие тельцы, я вас поздравляю еще раз с Новым годом, увидимся.